Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Водолей. Таро расклад. События будущего. Чего ждать? Что скоро случится? Что произойдет? Какая правда откроется или что ведет к переменам? Таро прогноз на декаду на 10 дней с 1 по 10 мая. Давайте узнаем через подсказки карт. Каковы возможные варианты событий на эти 10 дней? И, конечно, будем реалистами. Мои расклады Таро или прогнозы, они не имеют смысла что-то предсказывать. И я об этом периодически говорю. Таро – это только лишь метафора, это инструмент самопознания или самоосознания для того, чтобы понять лучше самих себя. Или вот этот глубокий какой-то процесс, это когда вы пытаетесь, переосмысливаете что-то и хотите решить какую-то застарелую проблему. Так вот, мы посредством карт пытаемся рассмотреть разные варианты, чтобы и найти решение, и пережить что-то эмоционально, может быть, и отпустить что-то, и снять напряжение, мои дорогие. Поэтому мы размышляем, предполагаем и допускаем наличие альтернативных вариантов развития событий. Итак, события ближайшего будущего. Что же? На эти 10 дней вам подскажет колода. У нас Ленорман, который прорисовал Чаромаркете, и колода добра. Колит Барон Рид, автор этой колоды. Это известный психолог, таролог, ну и художник тоже. И подает она карты с позиции позитивной психологии. Вот давайте будем добрее к самим себе. Раз мы с вами живем в эпоху перемен, ну, как варианты какие-то просчитать или проиграть, вот, глядя на метафору карт. Но все же, события ближайшего будущего. Что спешит вашу жизнь? События ближайшего времени в эти 10 дней, в эту декаду с 1 по 10. События будущего для водолеев. А на колоде Таро мы достанем первую карту «Неожиданность». Что, как правда, может быть, откроется информация, что ведет к переменам. Или перемены на пороге. Что-то вы хотите тут для себя прояснить. Давайте узнаем. То, чего вы, возможно, не видите, не знаете, а здесь вы с чем-то разберетесь, ведь это может быть и внутренний инсайт. Добрые события. Или в чем ваша сила, в чем вы наиболее ресурсны и что нужно учесть, что нужно услышать. И по основным сферам жизни это сфера ваших достижений, работы, бизнеса или учебы, документы, энергия денег, финансы и личная жизнь, любовь, что нам тут расскажут карты. Давайте будем узнавать события ближайшего будущего, но какой-то недостаток может быть. Причем недостаток с одной стороны. Тут вы могли где-то себе, знаете, как неправильного человека, допустим, выбрать в качестве слушателя. Я не забегаю далеко. Почему слушателя? Очень часто по этой карте мы кому-то доверяли. Или мы решили оттолкнуться от видения конкретного человека, приняв его точку зрения как за истину. Или, может быть, на доверии было что-то основано, и вы доверились и рассказали о себе слишком много, больше, чем следовало. И теперь человек, вы где-то можете это сами чувствовать, или где-то даже сожалеть, а зачем же я сболтнула когда-то, там надо было молчать. Вот, кстати, по этой карте в первую очередь именно это и проигрывается, наше сожаление. Как будто мы потом с течением времени понимаем, что да, вот этому человеку точно не следовало доверять. Но, может быть, это он так как-то очень аккуратно подкрался в нашу жизнь или буквально как-то вошел даже. И мы проявили такую слабость, рассказав о себе больше, чем следовало. А теперь мы уже задним умом анализируем и думаем, ах ты, вот не надо было. Теперь кто-то, может быть, и знает о вас. Теперь вы смотрите на людей или на конкретного персонажа и понимаете, что нет, это не тот товарищ, которому следует доверять. И эта карта не говорит о чем-то глобальном. Эта карта говорит о том, что мы себя все-таки должны беречь и быть очень осторожными, потому что транслируют одно, а думают люди другое. Замечтаться, но никаким образом нельзя. Мы с вами живем среди разных людей, и мы не должны никого воспитывать, мы не должны никому ничего доказывать, и это не имеет смысла, потому что
каждый из нас уже сложившаяся личность. Мы никого не переубедим. Да и не стоит тратить туда жизненные силы и энергию. А вот себя адаптировать к какой-то обстановке, карта вам в первую очередь говорит об этом. Будь внимателен, будь настороже. Или кому ты что обещаешь, кому ты что говоришь. Но я могу допустить, что если действительно в вашей жизни у кого-то из вас, мои дорогие водолеи, есть вот такая ненадежная персона, то вы ее словно можете вычислить, или она как-то себя проявит. Давайте пойдем дальше. События ближайшего будущего. Может быть, вам не нравится. Вот у нас карта мужчины выпадает. И, мои дорогие девочки, может быть, есть какая-то личная история. Много было обещанного. Или было какое-то сотрудничество, взаимодействие. Может быть, и в личной жизни. Может быть, бизнес, работа, ваше творчество. Все что угодно. Но для вас именно это будет мужчина. Для мужчин где-то тоже, потому что тут мужская энергетика. И здесь нам будут говорить, что было какое-то доверие, а теперь оно будет поставлено под сомнение. Либо потому, что вам не все нравится, либо какая-то история развивается совсем не так, как предполагалось ранее. Давайте откроем следующую карту. Для мужчин это тоже какие-то контакты. Может быть, тоже есть мужчина. Хотя я допускаю, что и если для вас, мои дорогие мужчины, какая-то история личной жизни, ну, это можете быть вы сами. И что-то вы тут переосмысляете, опять же, кому вы где что обещали, кому что сказали, и вам не все нравится. Как, знаете, открывшиеся какие-то новые детали. Или то, что для нас где-то неожиданно. И опять же, это не глобальное. Но по мышам или по крысам это какой-то все равно урон или подвох. Мелкий такой, вот мелкопакостный бы сказал. Ну, есть, значит, ну какая-то может быть и мелкая деталь. Она нам не нравится. Она не меняет нашей общей концепции жизни, счастья или наших перспектив. Но вот как ложка дегтя, как минимум, в бочке с медом это может быть. Но тем не менее у вас выпадает 24-й аркан – любовь, взаимопонимание, искренность. Поэтому, если вопросы касаются личной жизни, проговорите откровенно. Но проговаривать не склоняя к своей точке зрения, а беспристрастно. Прослушайте, что вам скажет человек. И потом сказанное переложите на свою жизнь и на то, как вы видите. А еще лучше, глядя друг другу в глаза, прояснить некоторые вопросы, чтобы не осталось каких-то сомнений. Мы ведь можем себе надумать километр всяких неприятностей или видеть по-разному, начать там анализировать что-то, да, как глубокая философия на мелком месте. И, глядишь, такого накопаем, что сами удивимся. А здесь вот именно нужно прояснять, разговаривать. Какой-то диалог «Два лебедя». Причем это искренние отношения, искренняя любовь, мои дорогие. И то, что, может быть, им должно быть продолжено, но каким-то образом прояснено. И совсем не обязательно, что видение человека совпадет с вашим видением. Видением как продолжение вашей истории. Но тогда, мои дорогие водолеи, вы можете переложить на себя, насколько это соответствует вашим принципам или тому, что вы хотите осуществить. Вы можете, кстати, здесь в ком-то ведь и засомневаться, что вами пытаются манипулировать вот эти мыши. Потому что две благополучные карты. Вы можете подумать, что ну нет, вот тут вот я все-таки вот как не верю и все. Но почему? Вот, значит, не нужно, с одной стороны, и где-то подсказки собственной души, шестого чувства игнорировать, но, значит, какая-то тема должна быть прояснена, причем в таких более дипломатичных энергиях или посредством диалога. А может быть, для кого-то эта встреча как раз ваша в личной жизни прояснит некоторый вопрос. Давайте узнаем, что же спешит вашу жизнь. Вы знаете, вот тут вот эти мыши, а здесь у нас карта птицы. И в этой колоде эта птица, это как сплетни. Это пустые разговоры, это много новостей. Это досужие мысли досужего человека. И я говорила где-то по карте мыши. Вы кому-то доверились, рассказали. И вот вы уже дожили до того этапа, когда он начинает давать советы. И вы слушаете то один совет, то второй совет, то третий совет.
Или вы смотрите Таро прогнозы, мои дорогие, скажу, то один прогноз, то второй, и вы верите в эти прогнозы, вот самое главное. Но нельзя тут, знаете, всему доверять. Вы как-то все равно должны оттолкнуться от своей концепции жизни. Тут ведь правильно понимать, что такое таро-прогноз или расклад. Почему я вот сейчас на этом заостряюсь? Потому что вы можете их сотню пересмотреть, очень много каналов, и вы будете слышать самое разное. Но прочувствовать, что вашей душе откликается. Самое главное – быть реалистом. Ваш знак зодиака – это... И основное значение – это интеллект. Пользуйтесь своим интеллектом. Интеллект – это как свободное знание. А если мы говорим интуиция, то это тандем интеллекта и пережитого опыта. Но ни разу не эмоции, понимаете? Вот вам безэмоционально, без чьих-то каких-то советов нужно, вот правда, разобраться в каком-то деле. И увидеть, услышать, проговорить, может быть, глядя друг другу в глаза – то, что вас беспокоит. И я могу смело сказать, пусть эта ситуация по работе, или пусть вы хотите оформить какой-то документ. Так вы не думайте о том, что кто вам тут что, какие советы даст. Да, может быть, послушать совет – это хорошо, но потом пойти, к примеру, к юристу, к адвокату, к чиновнику и узнать, как это конкретно работает в отношении вас, или какие действия вы должны предпринять. То же самое по работе. Ну, вы можете прояснять. Здесь, понимаете, где-то доверяй, но проверяй. Или ты слушаешь много информации, и вот этот ментальный мусор, он как уже какой-то хаос в вашей голове может создавать. Вот и путаницу в вашей жизни, вот буквально. Ведь на кону, почему я так говорю? На кону, даже если мы немножко абстрагируемся от личной жизни, потому что нам выпадает карта мужчина. Даже для вас, мои дорогие девушки, девочки, женщины, это ваши более мужские энергии нужны. А мужчины, они не мыслят эмоциями, они более рационально. Вот вам тоже надо мыслить более рационально. Есть какая-то история любви или история взаимоотношений. Хорошо, пусть это история даже по работе, когда есть какие-то контакты или люди, которые к вам искренне относятся. То есть добрая концепция. И здесь вот в этих двух картах мы можем разрушить эту концепцию. Или мы можем надеть на себя розовые очки, и это тоже будет не во благо, потому что все равно где-то холодность ума нужно сохранять, не упустить каких-то важных деталей, но и не строить перед собой каких-то заборов или не сомневаться до бесконечности, не делать свою жизнь более путанной. Много сказала, но, видимо, для вас все такие карты выпали, понимаете? Причем, смотрите, как 4 карты мы можем говорить перекресток, да? И именно по диагонали вам выпадает как и сплетни, досужие разговоры, так и буквально какие-то подвохи, какие-то мыши. Или не все люди, которые братья, может быть, оно и есть. Ну, так тут же нужно разобраться. Мы ведь можем даже отказаться от какой-то дружбы, потому что сплетня получилась, да? Или это личная жизнь, и тут кто-то пытается вам, ну, пакостить так мелко и на вашего любимого человека наговаривает, или наоборот какие-то дурацкие советы дает. Словом, перекладывайте, потому что по 5 воды мы и в этой колоде словно выплакать горе. И это как неожиданность. И карта, кстати, говорит, если тебя уже настолько преодолели где-то или, ну, переполнена чаша вашего терпения какими-то эмоциями, карта буквально советует. Вот это горе или как то, что не получилось у вас, мои дорогие водолеи, или то, на что бы надеялись, может быть, высвободить вот эти самые эмоции. Мы с вами в самом начале говорили, что карты Таро, как метафора, позволяют нам вот эту обозначить проблему, прожить ее эмоционально и снять напряжение. Вот вам нужно снять напряжение, высвободить вот эти какие-то эмоции со знаком минус, позволить нахлынуть этой печали. И после будет отлив вот этих негативных эмоций и будет выздоровление. Это в неожиданностях. С чем-то разобраться. В чем ваша сила? Когда вы куда-то не спешите. По 9 огня мы тут на своей волне. Мы куда-то не торопимся. И, кстати, ваших жизненных сил более чем достаточно.
или ваша жизненная активность, она сейчас как на пике, и могут быть такие энергии побудительные. Эх, я сейчас тут совсем разберусь. И вот это надо в себе как раз немножко приглушить. Ваша задача не торопиться. Даже если вы хотите для себя какую-то тему прояснить и расставить все по местам. Но это делать нужно, тем не менее, элегантно. Да, вы не должны замыкаться ни в коем случае на собственных мыслях, на самом себе. Все же девятка огня, она подразумевает, мы выходим из какого-то стопора или из каких-то задержек, мои дорогие. Но это время, и ваша в этом сила. Осмотреться. Время задавать вопросы. Колет барон Рид в своей карте имеет именно такое значение. И в этом ваша сильная позиция. По сути дела, карта просто подтверждает, обе карты, все то, что я говорила по арканам Ленорман. И я допускаю, для кого-то не подойдет этот расклад. Все же мы все разные. Но для кого? Вот действительно что-то откликнулось. Правда, не торопитесь. Не бегите с места в карьер. Эмоции не лучший советчик. Тут как раз выздоровление какое-то у вас должно произойти. И это, знаете, само по себе очень доброе чувство, когда мы эмоционально выздоравливаем. Нас ничто не цепляет. Это появляется здоровое равнодушие, я часто говорю об этом, когда мы более беспристрастно видим вопрос, проблему, взаимоотношения. Нас невозможно как купить, да, налезть. Нас невозможно расстроить какими-то не самыми приятными словами. Нам все равно. Потому что мы вот эти эмоции, как будто мы от них освободились. Ну, давайте посмотрим. Я надеюсь, вы меня понимаете. И тем не менее, по сфере ваших достижений у вас выпадает карта победы. Шестерка огня. Вы более чем ресурсны. Может быть, карта говорит как раз, так бывает иногда, особенно для натур творческих. Если даже в личной жизни какой-то минус, это как раз та возможность, когда вы какой-то шедевр создадите. И тому в истории очень много примеров, когда люди создавали шикарную музыку или писали какую-то глубинную статью, например, книгу. И это было именно на волне каких-то деструктивных эмоций. Вот вы можете создать какой-то шедевр, уйти буквально с головой в ваше творчество, или пусть это будет где-то работа, в чем вы профи, в чем вы эксперт, и построить карьеру или добиться очень значимых высот. Это карта победы, как я уже говорила, шестерка огня. Но вы в центре внимания. Вы, знаете, эта карта нам говорит, что вы можете быть как маяком для кого-то. Это ваша уверенность. Ну и если переложим на все то, что мы говорили прежде, на смену каким-то разочарованиям у вас приходит уверенность. Но вам помогает личное дело, творчество или какой-то новый проект. Как будто окунуться в это. И знаете, ну, мы ведь не всегда можем запланировать вот эту тропинку судьбы или дорогу судьбы. И очень часто мы принимаем судьбоносные решения, когда пережили какую-то минусовую ситуацию. Мы видим теперь вот эту лестницу наверх. Или как нам нужно действовать. Почему? Потому что мы меняем как бы концепцию жизни. Или мы переключаем внимание с одной сферы жизни, как личной, на сферу вашего творчества и достижения. Правда, создать какой-то шедевр. Но если мы говорим документы, кто-то может удариться в учебу, например, правда, или документы, значит, тоже вы тут что-то рационально сделаете. 6, победа, будет в чем-то победа. Деньги, колесо фортуны, правда, еще и денег заработать. Новая концепция заработков или вторичный какой-то доход. Или для себя как колесо фортуны, тут конкретно фортуна, удача, какая-то возможность. Очень красивая карта. Вот для вас все то, что я сказала. Какой-то минус проигрывается в другой сфере жизни очень весомым плюсом, мои дорогие водолеи. Счастливые случайности, совпадения, судьба. Очевидно. Что-то доброе. И не упустить время. Поэтому не застрять в ожидании, я бы сказала. Здесь проработать, если есть какие-то разочарования. Ну, не когда мы над собой делаем усилия, а как раз когда мы выплакать горе, как я говорила, себе позволяем. Но вот эта перезагрузка ведет к вашим новым достижениям, возможностям. И кто знает, может быть,
Если даже какая-то прежняя история любви, она заканчивается, то вы сможете, как вот самовыражение, через ваше творчество, работу, может быть, вторичный какой-то доход, когда вы и изучаете, и пробуете что-то. У вас этот интерес, ну, как накрывает с головой. И вы можете добиться больших в этом успехов. И кто знает, может быть, именно благодаря вот этим успехам вы меняете как очередную ступень лестницы иерархии. И находясь на новой ступени этой лестницы, вам встретится новая любовь, новые отношения. Или откроются какие-то новые возможности. Я не утверждаю, но для кого-то, пусть один-два, вот именно это то, что я сказала, стоит услышать. Деньги есть, деньги будут. Это карта самодостаточного человека. Это тот, который больше на свое благополучие нацелен. И, может быть, вот от этих эмоций вас уводят и говорят, вот эта карта, как великой мощи, силы, вот твои силы, Водолей, вот ты сюда приложи, потому что решения финансовых вопросов могут быть и решения согласований, может быть, какую-то тему, даже если вам нужно, вы человек семейный, проговорить в вашей семье. Тогда я могу предположить, что вы как-то видите, может быть, более правильно, как действовать или чему отдать предпочтение. Хотя не совсем о чувствах, вас вообще уводят от чувства, потому что, как и старший аркан посередине колесо фортуны, эту возможность нужно не упустить. Так и огонь – это дела, работа, бизнес, деньги. Ну и земля тут тоже, опять же, концепция благополучия, но и денег. Поэтому эта карта, кстати, дисциплины и самостоятельности. И она означает последний камень в фундаменте благополучия. Вот что-то такое вы для себя должны прояснить или, может быть, с чем-то определиться. Очень добрые карты, но эмоционально может накрывать. Я такое могу предположить. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые водолеи, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.